Улицы Бостона всегда начинали оживать около 10 утра. Среди торопящихся прохожих можно было заметить стройную женщину лет 52 в желтой футболке и с аккуратной деревянной коробкой в руках. Ее звали Мэри Джейнс, и каждый день она приходила на свой угол в Норт-Энде с домашней пастилой и мармеладом, сделанными по старым рецептам ее матери. Когда-то Мэри работала библиотекарем в местном университете, но 5 лет назад библиотеку закрыли. Пенсии едва хватало на счета, и тогда она начала делать то, что умела лучше всего готовить сладости из детства. «Попробуйте кусочек воспоминаний», — тихо предлагала она прохожим. Однажды к ее лотку подъехал черный автомобиль. Из него вышел мужчина в костюме и с добрыми глазами. «Что вы продаете?» — спросил он. «Домашние сладости», — ответила Мэри, протягивая коробку. Он попробовал пастилу и вдруг замер. «Боже, точно как у моей мамы». Его звали Джонатан Смит. Он владел сетью кафе Warm Heart, специализирующихся на домашней кухне. Он долго искал кого-то, кто готовит по-настоящему, с душой. И он сделал ей предложение. Кухня, помощники, хорошая зарплата. Сначала Мэри колебалась, ведь она никогда не работала в кафе. Но Джонатан сказал: «Ты делаешь то, чего не могут кондитеры с дипломами, ты даешь людям тепло». Так началась новая глава. Пастила Мэри стала популярной, ее десерты появились во всех кафе Джонатана. Через год они открыли отдельную кондитерскую «Бабушкина шкатулка». Сын Мэри, Майкл, вернулся из Лондона, чтобы помочь с бизнесом и продвижением. Заведение быстро стало любимым местом в Бостоне. Со временем дружба Мэри и Джонатана переросла в нечто большее. Они делились историями, мечтами, страхами. А однажды, закрывая кафе, Джонатан взял ее за руку и сказал: «Все эти годы я думал, что главное — это бизнес. А оказалось ты». Через 2 года они поженились на небольшой церемонии для семьи и друзей. Теперь у них уже 3 кафе, уютный дом и традиция каждый вечер пить чай на веранде. Иногда Мэри возвращается к своему старому уголку в Норт-Энде, смотрит на прохожих и вспоминает, с чего все началось. Молодые люди просят совета, и она говорит одно: никогда не поздно начать сначала. Делайте то, что любите, и верьте в себя. Счастье приходит к тем, кто открыт для него. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.